Вы тоже любите орхидеи, как люблю их я? Девочки срезают цветоносы. Жорик просто в захвате от этого процесса. Просто в захвате. Это цветочки такие, да? Красивые. Вот смотри, как ты смотришься с сезамчиком. Вот, надо обязательно грызнуть. Грызнуть надо. Девочки прорываются в наше заграждение, но все равно под контролем все держу. Да, мама, скажи, да, забавинку и забрала. Смотрите, уже не видно. У них в месяц по сантиметру шерсть вырастает. А до 7 месяцев желательно не стричь, пока луковичка не образовалась. И вот такой мы уже домовенок Кузя. Можете нас поздравить, нам завтра 4 месяца. Видео, конечно, этот кусочек попозже выйдет. Ну вот, мы вот такие уже крепыши, малыши. Вот с таким вот хвостиком. Вот такие замечательные мальтипу. Мальтипу. Там смотрела сегодня с утра, прям порадовалась. Шла сдавать анализы, с утра открыла YouTube. И семья блогеров приобрели, ну, у них уже были собачки, они купили, по-моему, той пуделя. Там такой Маська 1,5 месяца. Мой, конечно, был 3-месячный, и он крупнее. Жор, ну мне ж больно. Жора, 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 фу, нос, кожаный нос, дермантиновый нос. Парень заскучал, пришлось принести целый мешок с игрушками. Доставай, давай. Я его игрушки складываю вот так в мешочек. Он любит эти тесемочки потягать. И вообще этот мешок потаскать любит, погрызть. И сам мордочкой залазит и достает нужную для себя игрушку. И играется. Конечно, жалко, что не складывают. Но складываю я сама. Полез доставать себе игрушку. Так смешно. Доставай, Жорик, доставай. Что там? Что там в этом мешке с подарками? Сейчас мы посмотрим. О, дракоша! И мячик там, и все что угодно. Дракоша сегодня все утро бегал, подкидывал, игрался с ним. Слушайте, ну вот я вернусь к тому видео про маленького щенка. Значит, передали его новым родителям в 1,5 месяца. Он такой крохотный. И он даже не может еще толком есть сухой корм. И я смотрю, что мне кажется, это очень ранний возраст. Все-таки надо, чтобы заводчики подольше у себя подержали щенят, научили их кушать, если уже сушка, ну, обучили их. Потому что сразу новые родители начали звонить, ну, щенок не кушает, девочки, это же как это, ребенок не ест. Мы своего взяли в 3 месяца и 10 дней, а видели мы его меньше, он был 2 с чем-то, первый раз, когда мы его увидели. Ну, в общем-то, я считаю, что наш возраст самый тот. Мы уже кушаем, уже полноценно все, уже самостоятельные были, уже вот кушали все, на пеленочку ходили. То есть это намного, слушайте, вот это же я вам показывала, так и грызет, облегчает родителям заботу о малыше. Ребята, в парке у нас прям такая красота, травка зелененькая. Вышли с Жориком прогуляться. Меня тянет. Ага, какая-то собачка. Сегодня еще тепленько, замечательно. Прогулка. Хотя в обед. Сейчас, девочки, отпущу, будь тянет. Ой, что-то. Ой, подожди, Жора. Все, отпустила поводок. Хотя в обед вышли. Но это даже хорошо, потому что утром холодно, а в обед само то. Так прямо зелено, прекрасно, отлично просто. Что-то вот он, видите, все кусты, все бурьяны, все ему надо. И нервничает, что я его останавливаю. Девочки, грызет травку, я не знаю, можно им траву, нельзя. Что там сел и грызет, я не знаю. Может, просто так. Ну, сказать, что он ее ест, он ее, ну, ест, наверное. Больше облизывает. Устал, сидит. Жорик, привет.
Привет, скажи всем привет. Скажи, я гуляю. Мальтипуха гуляет. Ищет приключения на свой хвост. Да, скажи, я ищу приключения на свой хвост. Ищу друзей. А друзья уже выгулились рано утром. И будут у нас, я заметила, где-то к 7 часам собак выводят. Ну, а мы выходим пока как получается. Пошли мыть лапки. Пошли мыть лапки. Видите, убегает, не хочет мыть лапки. Жорик, иди сюда, надо лапки помыть. Скорей, скорей. Итак, что сегодня я вам хочу показать. Это невероятное красивое цветение Хои Финлейсони Лонг. Девочки, вот такая прелесть. Да? Шоколадочка. Цукерочка, конфеточка. Вот такой, знаете, правильно сложенный шар. Цветочки плотно друг к другу расположены. Невероятной красоты. Хоя. Листья тоже очень-очень симпатичные. И я вам показывала 2 цветоноса. Вот еще один, он только готовится. Так что я буду в этот раз любоваться долго цветением этой хои. Сейчас аромат вот на таком расстоянии я даже не слышу. Может быть, через пару дней заароматит, возможно. Девочки, огромный всем привет. Всем шлю хорошее настроение и солнечный привет из Одессы. Видите, солнечно. Надеюсь, вам меня слышно. У меня второй день движ на моих полках. Почему движ? Потому что я обнаружила на одной орхидее, на Тоши, вот этого, как он называется, клеща. Это просто смотрю, ну, вроде он. Так, знаете, мелко повыступали пузыречки сока, липкость, вот это. Я сразу поняла, что это он. И я вчера вот это все дело, вот это не срезала, девочки, стало жалко, не срезала. В общем, я вот это все вчера закрылась в этой комнате, 2 часа сюда никого не пускала, обрабатывала санмайтом. Жорика удалила, и, в общем-то, работа у меня здесь, сами понимаете, бурлила. Пообрезала цветоносы практически все. Только, говорю, вот оставила вот эту красавицу, жалко, жалко, и оставила вот эту свою любимку. Эй, кто там? Кто пришел? Кто пришел? Кто пришел? Кто это пришел? Скажи всем привет. Сейчас пойдем на море. Возьмем его с собой первый раз. Посмотрим, как он будет гулять. Обратите внимание, у меня один из цветков в кулечке от Метро спрятан. И это работает. Это работает. Это маленький бандит. Этот маленький бандит. Ты что делает? Грызет меня, грызет. Я ему много чего не разрешаю, и он злится. Он, девочки, нашел, что у меня пирсинг в ушах. Он все время меня за ухо хватает, за сережки. Смотри, какие цветочки тут. Эти я не обрабатывала. Можно поднести. Девочки, эти тоже жалко обрезать. Еще такая классная веточка. В общем-то, эти орхидеи настойки я вчера салфетками влажными протирала. Знаете, что я заметила? Вот многие вредители как-то избирательно выбирают определенный вид орхидей. Не определенный вид, определенную орхидею. И мне кажется, это от того, что какая-то орхидея иммунитет слабее, какая-то сильнее. Это у меня тут просто хочет съесть мои цветы, этот товарищ. И часто происходит так, что на одном стеллаже, на одной полке есть орхидея, которая поражена вредителем, а рядом стоящая вообще нормально себя чувствует, и вредитель на нее не садится. То есть все зависит от иммунитета самой орхидеи, самого растения. Вот так, девочки. Так что вам сказать? Готовимся к новому сезону. Сейчас полив идет
аминостимом. Потом будет польское удобрение по второму кругу уже, раз в месяц его можно. Черная орхидея, по-моему, она называется. Оно, смотрю, есть в продаже у наших орхоблогеров. Девочки его хвалят. Оно считается органическим. Ну, мне тоже оно понравилось, прикольное. Показывала вам, что я обрезала свой Льюис Бьюис, хою Беллу. И думала, что выброшу эти череночки. Они были такие нежизнерадостные. Но постояв в рюмочке с водичкой, корней не дали, но тургор вернулся. И даже не опали букеты. Налила на пол. Надо добавить водички. Из орхидей, в принципе, все у всех более или менее. Но, что мне не понравилось, после того, как отцвела моя классная орхидея в размере 2,5. Эта орхидея называется, вот эта крупная, белая, постоянно забываю, как ее звать. В общем, сейчас скажу, девочки, уже не смешно, уже который раз забываю ее название. Юкидан, Сога Юкидан. Знаете, она отцвела и цвела очень классно, такими букетами, 2 подряд цветения, листики не очень, видите. Я вчера прям уже хороший такой букет белых цветов срезала и даю ей отдых и время на то, чтобы она пришла в себя. Ну, это ужасно. Вот видите, нижняя пара листьев вообще без тургора, тряпочки. Возможно, быстро пересыхает, но даже сейчас вижу, в горшке влажно, но корни частично влажный веломен, зелененький, частично светлый. Возможно, ей в этой посадке не хватает влаги. Скорее всего, так. Ну, вот этот лист, который новый, он нормальный, с тургором. Измотала цветение орхидеи. Так часто бывает, что орхидеи просто после буйного такого обильного, шикарного цветения потом плохо себя чувствуют. Ну, а так, в принципе, все неплохо. Все неплохо. Нечем как бы так восторгаться. Обычные листики, красивенькие корешки, но не у всех. Хотелось бы больше корневой рост. Вчера была на прямом эфире у орхоблогера и рассказывали, что очень большую роль играет освещение. И самсунговские лампы очень рекомендовали для того, чтобы заменить вот эти наши обычные, у кого там какие. У меня 18 ватт, 6000, по-моему, кельвинов, такая диодное белое свечение. И предлагают, Жора, все, нельзя. Предлагают самсунговские, они якобы вот даже не надо ничего не кормить, ничего не делать. От одного этого спектра, который в этих лампах, это фитолампы, происходит вообще взрывной рост всего, и ботвы, и корней. Хочу показать вам свою Джулию. Она уже отцвела, девочки. Отцвела. Так долго она стояла вся в цвету. Вот так мы с вами ее посадили. Я сегодня не выдержала, ее полила. Я все ее просушивала, потому что хочу, чтобы там вот эта манка ушла. Видите? Ну, мне так стало ее жалко. Думаю, что-то она совсем у меня сухонькая такая стоит. Я опять ее полила. Может, и зря. Надо было, может, пару дней подождать. Но уже обещаю, что в следующий раз полив будет попозже. Ну, хочу я, чтобы вот эта вот маночка, вот эта вот грибничка ушла из горшка. Никакие средства не помогают от грибницы. Помогает только дозированный полив, то есть с такими, с просушками. В общем, вот так. Сейчас покажу вам пенек. Мы же делили с вами, помните, пополам Джулию. И у меня 2 части. Это верхушка. Она прекрасно укоренилась и цвела. На 1, 2, 3, на 4 цветоноса. На каждом цветоносе было по 2, по 3 цветочка. И есть у меня низ этого растения. Детку, которую я сняла, последний, их было много.
Как там, девочки, Джули, расскажите. Ну вот последнюю детку я показывала в одном из последних видео. Уехала она к девочке, которая давно у меня ее очень-очень просила. В общем, она уехала. Она сначала как-то у меня плохо приживалась, потеряла тургор в Керамзите, а потом вроде ничего, все нормально. Но сейчас она будет, надеюсь, радовать новую хозяечку. Сейчас покажу вам, что у меня на пне происходит. Девочки, я забираюсь повыше. У меня здесь среди хоечек стоит пенек повыше, потеплее. Пенек от, ну, низ вот этот мы обновляли. Низ от Джулии. И вот смотрите, вот новая деточка. Я в этот раз постараюсь ее слишком рано не снимать. Я подольше подожду. Хочу, чтобы она выросла большой и красивой. В общем, здесь наверху начался процесс. Так что вот так. Уже ж я одну детку, вот ту, которую я вам показывала в керамзите, которая в плагроне, я сняла с этого шпня. И это вот следом пошла еще одна. Очень здорово. Очень хорошо. Сейчас. Возвращаю обратно. Самое главное, когда вы делите орхидею, постарайтесь, чтобы уже 100% были детки, постарайтесь оставить в нижней части, которую вы оставляете в этом горшке, было хотя бы 2-3 листочка. А у меня здесь вообще, видите, 3 пары листьев. То есть это дает больше вероятности на то, что будут дети. Потому что пень без листьев, дольше ждать деток, ну как бы слабее. Тут сила в листьях. И здесь у меня, кстати, сверху еще одна орхидея стоит, что-то не нашлось ей места. Такая вот темненькая орхидейка среди... Жорик! Жоря пошел там безобразничать. Стоит орхидея, которая цветет большими, красивыми, крупными цветочками. Полила ее сегодня. Вот она здесь тоже греется под лампой. И смотрю тоже, девчонки, тоже вот склеила лист. Видите, склеила лист. Я вам сейчас покажу эту бедосю, на которой я нашла клещ. Видите, вот так лист. Вот. И весь этот лист был в таких... вот этот вот этот. Он был весь в таких точечках. Я думаю, что это клещ. В общем, обработала, посмотрим. А я думаю, что она такая какая-то, знаете, вроде растет, цвела хорошо, но какая-то не очень. И вчера такой большой цветонос я с нее срезала, такой богатый. И в ведро. Даже не стала ставить никакие вазы. Думаю, не знаю, вдруг на ней клещ. И всю эту полку, а сегодня уже весь стеллаж, вот этот, прошла здесь, хои, промыла все. В общем, работы было непочатый край. Непочатый край. Короче, вот так. Все равно, де-не-де, а ця зараза вылезает. Такие дела, девчата. Нужно еще попересаживать многие орхидеи. У меня в планах вот эта желтая орхидея, старенькая. Надо ее... Хочу просто срезать вот верхушку и обновить. Кто-то еще терпит, а кто-то уже и не терпит. В общем, вот так вот. Вчера такие были прям пыльные листья. Поснимала салфетками всю грязь и пыль. Не стала уже нести в душ, там душевать, хотя лучше душевать. Ну, в общем-то, обошлись тем, что поснимали салфеткой пыль и грязь. Так, сейчас я вам покажу еще своего красавца котика. Вот он, котик. Жора, Жора, иди сюда, ко мне, ко мне, ко мне, Жора. Девочки, вот еще красавчик котик, еще цветет. Вот такой классный. Он у меня как заново вырос. И вот так вот цветет летнее цветение. Вот такой красоту, да? Классный. Все мы любим котиков. Но вот в жару вот такая у нас окраска. Прикольно.
хорошенький. Хорошенький, уже корни растит в разные стороны. Корни все вот такие вот. Кустик как будто вот только новенький. Надеюсь, с ним ничего не приключится. Он вечно у меня с какими-то приключениями. Стоит у меня здесь, получает натуральный свет с окна. В общем, надеюсь, что все будет с ним хорошо. Любит попить, но без фанатизма, конечно. Все, друзья мои, всех обнимаю. Следующее включение на море. Я надеюсь, что мы с Жориком сейчас доедем до пляжа и погуляем возле водички.